Сегодня последний день работает метро в большом городе, в моем городе. И всему виной чума, которая сейчас распространяется по всему миру, можно сказать, это коронавирус. Мой город переходит в режим карантина. Говорят, что это будет на 2 недели, но никто не знает. Все защищаются как могут. Кто-то ходит в масках, люди скупают в аптеках противовирусные средства, их уже нету, и масок уже давно нету. В общем, ситуация сложная. С завтрашнего дня до работы будет очень тяжело добраться. И всех интересует только один вопрос: как же можно защититься от этой чумы 21 века? Как вы знаете, лекарства еще не придумали от коронавируса, но есть средства, благодаря которому мы можем поддерживать свою иммунную систему на высоте. И тогда наш организм будет сам противостоять этой заразе. И это замечательное средство – березовый гриб чага. Гриб, растущий на березе, выглядит как бесформенный, темный или даже черный нарост. Его до сих пор можно встретить в наших лесах. О чаге ходят даже легенды об излечении рака и других болезней. И это действительно один из самых лечебных грибов, известных науке. Ученые считают, что чага – сильнейший антиоксидант, если не самый сильный. А это именно то, что необходимо организму в борьбе с коронавирусом. К тому же, коронавирус поражает в первую очередь органы дыхания, а чага как раз наиболее эффективна при бронхиальных и легочных заболеваниях. Коронавирус наиболее опасен для пожилых людей. И тут чага впереди. Этот гриб активирует обменные функции, укрепляет иммунитет, помогает снизить сахар в крови и восстанавливает организм после инсульта. И в целом гриб чага имеет сильнейшее противовирусное действие. Из чаги делают лечебные настои и настойки. И сегодня я при вас сделаю этот волшебный настой. Чага у меня не очень большого размера, поэтому я ее не рубил на куски, а высушил целиком. Чтобы изготовить настой из чаги, надо ее максимально измельчить. И вначале я попробовал натереть на терке этот гриб в сухом виде. Как видите, это не совсем получается. Поэтому я разрублю кусок чаги на 2 половины. И одну половину отмочу в воде, для того, чтобы гриб размягчить. Второй кусок я буду использовать для спиртовой настойки. Итак, наливаю кипяченую воду комнатной температуры в эмалированную посуду. Погружаю чагу. Видите, как вода сразу насыщается коричневым цветом. Ну и вот так оставляю отмокать на 7 часов. Через 7 часов я достал чагу и вылил в посуду воду, в которой гриб настаивался. Чага хорошо насытилась влагой, как губка впитывает воду, и теперь тереть на терке ее будет гораздо проще, чем я сейчас и займусь. Многие считают, что необходимо полностью убирать черную корку с поверхности чаги, потому что якобы в ней практически нет полезных веществ. Но я этого специально не делаю, потому что, оказывается, черная корка чаги обладает сильнейшим противовирусным действием. И помимо того, что употребление ее ставит заслон опасному коронавирусу, эта невзрачная кожура практически полностью убивает вирусы гриппа А и Б. Ну вот, наконец я с легкостью превратил наш чудо-гриб в мелкую фракцию, чтобы извлечь максимально больше полезных веществ. И теперь настой из чаги будет обладать действительно целебными свойствами. Внешне чем-то напоминает перемолотый кофе, но напиток из него не идет ни в какое сравнение ни с кофе, ни с чаем, даже травяным. Некоторые микологи считают, что чага – это самый мощный антиоксидант из известных в мире. А это именно то, что нам всем необходимо в борьбе с коварным коронавирусом. Продолжаю готовить настой из чаги
И для следующего этапа мне нужно взвесить уже перемолотую чагу, чтобы знать, сколько необходимо воды для следующего этапа. Хотя, даже если вы ошибетесь в пропорциях, ваш настой все равно будет лечебным. Итак, у нас 566 грамм. Теперь беру мерную чашку с делениями и с помощью нее определяю объем воды, в которой настаивалась чага 7 часов. Через 7 часов эта вода приобрела, как видите, темный цвет, а это значит, что она уже вобрала в себя полезные вещества из березового гриба. Поэтому я эту воду ни в коем случае не выливаю, а использую. Общее количество воды должно быть 1 к 5, где 1 – это вес чаги, а 5 – объем воды. Получается, что общее количество жидкости должно быть 2 литра 800 миллилитров. Поэтому я довожу до нужного объема обычной кипяченой водой. И затем всю эту жидкость буду нагревать до температуры 60 градусов. В емкость для пищевых продуктов высыпаю мой целебный так называемый кофе и затем подогретой до 60 градусов водой буду заливать эту тертую чагу. Все это будет настаиваться 2 суток. И через 2 суток эликсир молодости и здоровья готов. Ну что, дорогие друзья, теперь вы знаете рецепт приготовления уникального настоя из гриба чаги. Этот настой поможет вам укрепить иммунную систему, очень сильно укрепить, что позволит избежать такого заболевания, как коронавирус. И сейчас как раз я взял бутылек с собой. Здесь находится мой уникальный настой. И сейчас будем укреплять иммунную систему. Ну вот и все. До встречи на канале Грибоед. Пока.